16 апреля 2014 года. Паром «Севоль» медленно ложится на бок посреди моря. На борту 476 человек. Большинство из них – школьники выпускного класса, которые едут на остров Чеджудо в последнее школьное путешествие. Паром кренится все сильнее. Угол уже такой, что идти по коридорам невозможно. Люди напуганы. Но по внутреннему радио раз за разом звучит один и тот же спокойный приказ. Оставайтесь на своих местах. Пожалуйста, не двигайтесь, оставайтесь на местах. Пожалуйста, не двигайтесь, оставайтесь на местах. Они доверяют экипажу. Они ждут. И это послушание станет для них смертным приговором. 304 человека не вернутся домой. Капитан спасется одним из первых. А расследование вскроет такую цепь жадности и лжи, во которую сложно поверить. Это дело о «Севоле». И главный вопрос в нем не почему корабль утонул, а почему им не дали спастись. Раннее утро. Паром «Севоль» идет привычным маршрутом из Инчхона на остров Чеджудо. На борту 33 члена экипажа и 443 пассажира. 325 из них – учащиеся и учителя школы Данвон, которые отправились в свою последнюю школьную поездку перед выпуском. В 8:52 поступает первый сигнал бедствия. Судно резко меняет курс, и его начинает ощутимо кренить. Но здесь происходит первая роковая ошибка. Вместо того, чтобы связаться с ближайшей службой на острове Чиндо, экипаж в панике звонит совсем в другое место. Спасательное судно отправляют не оттуда, откуда нужно. Драгоценные минуты, которые могли решить все, уже потеряны. А паром тем временем начинает крениться все сильнее. Расследование позже установит. В момент маневра судном управляла третий помощник капитана. На этом маршруте она работала всего 5-й месяц, а во флоте только год. Резкий поворот на скорости спровоцировал сильный крен. А дальше сработал эффект, которого можно было избежать. Незакрепленный груз, а его на борту было почти в 3 раза больше нормы, начал смещаться в сторону крена, утягивая судно все дальше на бок. Позже выяснится, конструкцию парома незаконно переделали, чтобы вместить больше пассажиров и груза за счет устойчивости судна. Пассажиры внутри уже чувствуют, что-то не так. Это «Севоль», прием. «Севоль» — это служба движения судов. Эвакуация должна быть сделана по приказу капитана. Вам нужно принять решение сейчас. Корпус кренится все заметнее. И в этот момент экипаж отдает команду, которая станет самой обсуждаемой фразой в истории южнокорейского кораблекрушения. По громкой связи звучит распоряжение. Пассажирам не покидать свои каюты и оставаться на своих местах. Для сотен подростков, привыкших доверять взрослым, это звучит как разумный совет – переждать, не паниковать. Они слушаются. Многие в этот момент даже шутят и снимают происходящее на телефоны, не понимая, что происходит на самом деле. А тем временем на капитанском мостике разворачивается совсем другая сцена. Экипаж, включая самого капитана Ли Джун Сока, начинает готовиться покинуть судно одним из первых. Пока сотни детей ждут инструкций внутри тонущего корабля, те, кто должен был их спасти, уже думают только о себе. И крен продолжает расти. Помогите, пароход, кажется, тонет. Пароход тонет? Подождите. Пароход, на котором вы находитесь, или пароход рядом с вами? Пароход, на котором я нахожусь. Какое название у парохода? «Севоль», это «Севоль». Паром продолжает переворачиваться. Углы наклона становятся критическими. Предметы, мебель, тела людей скользят по палубам и коридорам. Выбраться из кают, которые еще недавно казались безопасным местом, теперь почти невозможно. Именно в эти минуты решается судьба сотен жизней. Но снаружи, там, где должна разворачиваться масштабная спасательная операция, дела обстоят немногим лучше. К месту крушения прибывает катер береговой охраны номер 123.
Но вместо того, чтобы попытаться проникнуть внутрь тонущего судна и вывести людей, спасатели остаются снаружи и снимают на камеру тех немногих, кто уже успел выбраться сам. Позже следствие установит шокирующий факт. Спасатели не только не предприняли попытки войти внутрь парома, они впоследствии подделали документы, чтобы доказать обратное. В отчетах появились записи о якобы сделанных объявлениях для пассажиров и предпринятых попытках проникновения на борт. На деле ничего этого не было. Похожая история с Центром управления навигацией на острове, который вел судно в день трагедии. Там тоже задним числом дописывали в журналы переговоры, которых никогда не было. Пока чиновники прикрывали свою бездеятельность бумагами, паром окончательно уходил под воду. Судно полностью переворачивается и скрывается под водой на глубине 40 метров. Мы обыскивали каюты, но выглядит так, как будто большинство из студентов уже выбрались. То есть мы можем утверждать, что практически никого нет в проходе? Да-да. К моменту, когда Севоль окончательно исчез с поверхности, прошло больше 2 часов. Из 476 человек на борту спаслись 172. Погибли 304. В основном школьники, которым просто не дали команды выйти наружу, пока это еще было возможно. Останки судна поднимут только спустя почти 3 года, в 2017-м. И именно тогда начнется самая долгая и запутанная часть этой истории. Расследование, которое велось 5 месяцев, а затем продолжалось годами, вскрыло масштаб проблемы. По делу проходили 399 человек. 154 были арестованы, включая капитана катера береговой охраны, сотрудников компании-перевозчика и надзорных органов. Выяснилось, владелец компании неоднократно разрешал перегружать паром сверх нормы и одобрил незаконную перестройку судна. Его самого нашли мертвым при невыясненных обстоятельствах еще до завершения следствия. Его семью позже арестовали по подозрению во взяточничестве. Капитана Ли Джун Сока в итоге приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в убийстве по неосторожности. Но независимая комиссия по расследованию позже заявила и о другом. Видеозапись с камер наблюдения парома, предоставленная следствию, могла не совпадать с оригиналом. Часть записи попросту отсутствовала. Спустя годы даже официальный комитет по установлению причин трагедии так и не пришел к единому мнению. Итоговый доклад вышел сразу в 2 версиях. И вот здесь начинается по-настоящему главный вопрос этой истории. Все выявленные нарушения – перегрузка, незаконная переделка судна, неопытный рулевой, подделанные документы спасателей – сложились в цепь фатальных ошибок. Каждая по отдельности не была бы смертельной. Вместе они стали катастрофой. Но спустя 10 лет родители погибших детей продолжают задавать один и тот же вопрос, на который так и не последовало официального ответа. Что если бы вместо команды «оставайтесь на местах» экипаж сразу приказал всем покинуть судно? У Севоля было больше 2 часов, прежде чем он окончательно ушел под воду. Этого времени объективно хватало, чтобы вывести всех на палубу. Вместо этого сотни подростков просидели в каютах, дожидаясь инструкций, которые так и не пришли вовремя. Я хочу спросить высокопоставленных чиновников. Я помню все с острой болью, которую я не могу забыть. Но почему вы, элиты общества, утверждаете, что не знаете и не помните? Компьютерное моделирование, проведенное во время следствия, дало однозначный ответ. Если бы в ту минуту, когда капитан понял, что судно обречено, он отдал один простой приказ – «покиньте корабль», эвакуация заняла бы от 6 до 10 минут. Они могли бы выжить. Но они доверились голосу из динамика. Дело закрыто. Увидимся.